Снимите это немедленно. Я как... Модный приговор. Давай посмотрим сережки, которые мне не подходят. Она такая вся из себя свободная и решила, что в трениках она тоже доктор. Ну что ж, мне теперь почку продать, Rolex купить? Я сижу, думаю про себя, что я тут царевна, да, а мне говорят, слушай, ну ты на Золушку похожа. Нет смысла делать ребрендинг дохлой лошади. Лицо будет сильно упрощаться, уши будут отдельно, лицо отдельно. Я себя чувствую сороконожкой, которую спросили, с какой ноги она начинает ходить. У людей сложится впечатление, она какая-то непонятная самозванка. Тут вылезла тетка в чупачках, что она там вещает. Некоторые цвета как раз отвечают за смысл, что вот со мной можно общаться. Для того, чтобы ходить в майке, нужно быть Стивом Джобсом. Это 1 на миллион. Наш мозг сканирует другого человека буквально за доли секунды. И для этого другому человеку даже не нужно открывать рот. Достаточно того, как он выглядит. И именно об этом, о том, как наш внешний вид влияет на восприятие нас с другими людьми, я хочу сегодня поговорить с Дарьей Мартыновой. Это стилист-имиджмейкер для деловых женщин и, по секрету, мой персональный стилист. Не удивлюсь, вернее, не удивилась, когда увидела, как мы, не договариваясь с тобой в такой вот цветовой гамме, очень идентичной, похожей. И это про то, что мы друг другу безопасны, и про то, что мы друг друга рады видеть. Так вот, буду задавать вопросы, как не твоя подруга, не твой клиент, а как врач-невролог, как исследователь мозга, которому очень интересно докопаться до определенных вещей и дать понимание тем, кто нас смотрит, как же внешний вид влияет на восприятие. И, мои дорогие, обязательно пишите комментарии, пишите свои вопросы, мы обязательно, я и Дарья, ответим на каждый из них. Ну и, конечно же, лайки, подписки, потому что это все позволяет продвигать алгоритмом YouTube то, что вам интересно. Даш, скажи, пожалуйста, вот насколько действительно внешний вид может изменить жизнь человека? Прям вот жизнь. Я знаю, что ты работаешь с женщинами-экспертами. Да. И давай тогда так, вот тот запрос, с которым к тебе приходят, он отличается от того, который ты изначально, допустим, ожидаешь? Вот что говорят женщины, которые хотят изменить свою жизнь? Что им мешает, на их взгляд? На их взгляд, часто ко мне приходят с запросом «я хочу новый уровень». Угу. Это может быть новый уровень в жизни, это может быть новый уровень в проекте. Но так как я работаю с бизнес-леди, чаще там, конечно, проектные какие-то задачи. И если уж говорить, меняет ли стиль или имидж жизнь, то если в проекте достигается какая-то цель, в том числе с помощью имиджа, то да, влияет, конечно. И чаще всего женщины приходят с вопросом, как мне так сделать, чтобы мой внешний вид отражал то, насколько я крутой эксперт, насколько я профи, и чтобы мой внешний вид помогал мне и усиливал меня, не создавая каких-то противоречивых или обманчивых посылов. Да, посылов, а подтверждая то, что я говорю словами. Вот часто это так. Мне вот очень интересно узнать, чем стилист отличается от имиджмейкера. То есть это что-то разное, это как, например, акушер-гинеколог, да, это вот стилист-имиджмейкер. Или же это совершенно разные направленности, или это усиливает одно другое? Расскажи. Стиль – это часть имиджа. То есть стиль отвечает, как правило, за то, насколько одежда подобрана качественно к фигуре, ее особенностям и достоинствам, и плюс ко всему, насколько одежда подобрана хорошо и какая-то аксессуарная группа, украшения, обувь, сумки и так далее к внешности человека. Вот этим занимается стилистика. Угу. А имидж – это все-таки стиль плюс смыслы. Угу. Что я хочу донести о себе, чтобы при этом еще и моя фигура красиво выглядела, и моя внешность раскрывалась максимально, чтобы мне выглядеть и красиво, и профессионально, если я этого хочу, а многие эксперты этого хотят, и чтобы мне при этом еще было комфортно и уверенно.
Если вы чувствуете, что уровень вашей внутренней батарейки стремится к нулю, кофе стал лучшим другом, а желание выспаться нарастает с каждым днем, то вполне возможно пришло время задуматься о том, как научиться повышать уровень своей жизненной энергии. И здесь на помощь приходят законы нейробиологии, которые всего за 3 недели и 5 простых шагов помогут вам это сделать. Ссылка на мою новую программу «Фундамент жизни» ждет вас внизу. А что во внешнем виде отражает профессионализм? Вот заходит женщина, она, например, доктор наук, она невероятный эксперт, она глубокий профи. Но как внешний вид может перечеркнуть о ней представление, если мы пока не видим ее бейджика? Или же наоборот, как мы можем понять, что перед нами действительно профи высокого полета? Смотри, профессионализм в каждой сфере, он про разное. Да, вот доктор медицинских наук выглядит энным образом, стилист-имиджмейкер выглядит энным образом. И то может выглядеть профессионально. Вот если мы говорим про доктора медицинских наук, то, конечно, если на конференцию придет мадам в трениках и футболке, ну, то она просто участник, да, она там, может быть, не выступает, а вот где-то ходит, ну, все подумают, какая-то дама пришла и пришла. Но когда доктор медицинских наук, как минимум в рамках какого-то классического дресс-кода, да, все-таки медицина — это хард. Это всегда про дресс-код, да. Причем при очень такой вот... Да. Соответственно, если доктор медицинских наук соблюдает определенный дресс-код, то тогда его можно идентифицировать, что да, она где-то своя. Но если она такая вся из себя свободная и решила, что в трениках она тоже доктор, никто этого не отменит, но тем не менее вряд ли у нее получится рассказать о себе именно то, что она доктор медицинских наук. Но смотри, я с трудом могу представить, что доктор наук придет в трениках. То есть это такой крайний мы с тобой взяли пример. Но ведь очень часто какая-то академическая среда, она вот такой вот ультраправая история. То есть когда ты настолько вот при костюме, при зашоренных пуговичках, и к тебе боятся подойти. Я это пережила на своем опыте, когда мне казалось, что я такая вся теплая, открытая женщина, и что я прям готова отдать миру и прям поделиться всем тем, что я знаю. А потом я слышала мнение такое, что к вам страшно подойти, вы просто там вот какой-то небожитель, такая вся строгая, такая вся прям профессор, и даже задать, пожалуй, вопрос вам неудобно, вдруг я покажусь на вашем фоне дурой. Вот как найти ту золотую середину, когда ты, скажем так, не предаешь ту сферу, в которой ты относишься, но при этом с тобой не страшно общаться, при этом ты вот свой человек. Как не перегнуть палку? Да, через цвет это можно сделать, да, потому что некоторые цвета как раз отвечают за смысл, что вот со мной можно общаться. То есть я не выстраиваю дистанцию между собой и другими людьми. Да? Люди иногда боятся, когда мы можем надеть что-то такое агрессивное, например, белый, красный, черный. Это самое агрессивное сочетание, потому что белый, он всегда про чистоту, да, про чистоту намерений, в том числе черный, это очень часто дистанция и такая закрытость, а красный — это еще и про физическую силу. То есть у нас там такой какой-то коктейль возникает, что люди видят вот это, во-первых, столкновение самого светлого с самым темным, а это агрессивно. У меня прям пионер возникает: черная юбка, белая рубашка и красный галстук. То есть это вот прям... Это самое такое, знаешь, собирающее, наверное, цветовое сочетание. Оно очень строгое, сухое и агрессивное. То есть если дама хочет вызывать, вернее, не хочет вызывать какое-то агрессивное, неосознанное, причем, ведь мозг очень быстро реагирует, и мы не успеваем это осознать, не хочет вызывать агрессивную какую-то реакцию у других, кто на нее смотрит, то сочетание белого, черного и красного должно быть как-то очень осторожно, да, ей применяться. Хотя бы серый, бордовый и молочный. Ага, то есть там уже сглаживается контраст
между серым и бордовым не такой яркий контраст, как между там, красным и черным тем же. А вот мы с тобой сегодня, совершенно не договариваясь, вот для меня это до сих пор такая загадка, хотя, наверное, это какая-то нейромагия. Вот что транслируют вот эти цвета? Лиловый, глубокий, зеленый? Угу. Да, зеленый, он обычно для тех людей, кто нас видит, он про такое постоянное планомерное развитие. То есть я расту. Как трава растет зеленая, так и я расту. Угу. А для меня же, как для носителя этого цвета, потому что цвет, он всегда работает как бы в две стороны, на зрителя и на носителя. Угу. Вот для меня, как для носителя, зеленый про некую концентрацию и возможность решать задачи. То есть это такая собранность. Недаром зеленые столешницы на классических столах мы видим, потому что они помогают как раз такому рабочему ритму. Да, цвет на мозг очень сильно влияет. Действительно, кстати, зеленый один из любимых цветов мозга. Он позволяет гармонизироваться, он позволяет приходить к такому балансу, и поэтому даже, знаешь, рекомендуют добавлять больше зелени в свой рацион, именно в пищевой рацион, когда нужно сгармонизировать какие-то эмоции. Да. А фиолетовый, он про роскошь для тех, кто видит, да, про роскошь, про какую-то тайну, может быть, и про такое высокое качество. Вот. Но для носителя это, опять же, про креатив и про решение каких-то задач. То есть человек, который носит такой цвет, он решает, допустим, задачи нетривиальным способом. То есть это такая трансляция идет. А что делать, если, допустим, этот цвет человеку не идет? Вот он не к лицу ему. Может же такое быть? Да, можно надеть брюки далеко от лица. Вот, то есть это то самое решение, да, то есть когда нам нужно добавить какой-то цвет, который позволит нам транслировать определенные смыслы, но он нам не идет, мы должны как можно дальше убрать его от лица. Да, в том числе. То есть мы можем носить какие-то неподходящие условно к лицу цвета тогда, когда они далеко от лица, и тогда, когда у нас есть довольно плотный макияж, например, который перекрывает реальный цвет лица. Тогда блики от неподходящего цвета будут не такими сильными, и это не будет так зловеще выглядеть, как могло бы без макияжа. То есть получается, что цвет, который тебе не идет, цвет, который не к лицу, он, отражаясь на коже лица, меняет вот этот вот оттенок. Это про это? Да, оттенок и поэтому он и не идет, поэтому он не к лицу. Да. То есть смешивается цветовая палитра. Ну, получается, да, могут синяки ярче быть, синее, чем обычно. Если какие-то неровности, прыщи, они тоже могут быть. Кожа может зеленеть или розоветь. Например, становиться более свежей. Если цвет подходит к лицу, то лицо прям свежеет. А как человеку понять, как женщине понять, какой цвет ей действительно подойдет? Ну, то есть, если у нее пока, допустим, нету возможности или желания обращаться к персональному стилисту, имиджмейкеру. Но здесь надо, наверное, быть очень наблюдательным, внимательным, возможно, какое-то терпение проявить, потому что это, кроме как прикладыванием к лицу, никак не решить. Ну, то есть многие женщины на самом деле знают, что им, например, вот этот розовый вообще не идет, а вот этот посложнее розовый, вот прям то, что нужно. То есть мы всегда, когда имеем какой-то опыт покупки больше, чем полгода вещей, а если мы взрослые, мы очень много вещей за всю жизнь себе купили, то мы, конечно, уже примерно понимаем, какие цвета нам хорошо, а какие нехорошо. Ну, это так вот в общем. А, конечно, чтобы в этой теме разобраться, самостоятельно нет. Это сложно. Так же, как в любой науке. Так же, как в любой науке, должен быть человек, проводник, система, и ты в роли ученика. Но при этом насмотренность. Я помню, как я тебе кричала в Телеграм капслоком: Даша, я себя чувствую сороконожкой, которую спросили, с какой ноги она начинает ходить, когда я только училась подбирать вот эти все истории. Но это, кстати, очень интересный такой исследовательский, опять-таки, момент. И вот знаешь, еще мне очень хотелось узнать, очень много говорят об архетипах, о том, что вот ты там архетип мага или архетип творца или архетип героя, и тестируют там и цветотипы, то есть масса всяких каких-то разных историй, которые якобы, а может быть и не якобы,
опровергни. Это помогают женщинам, ну, вообще людям и женщинам собрать правильный внешний вид. И насколько это рабочая теория? Ну смотри, все, что с приставкой «тип», создано людьми для того, чтобы создать некую систему и усреднить те показатели, которые были. Соответственно, вот у нас есть какое-то количество архетипов, цветотипов, еще каких-то типов. И для того, чтобы вообще понять, что существует, это полезная штука. Ну, такая как поразвлечься, либо для тех, кто обучается стилю, имиджу, вообще начать вникать в то, как людям там подбирать одежду, исходя из их вот какого-то типа. Но по большому счету важен не столько какой-то тип, сколько тот набор качеств, которые присущи человеку. Ну, например, тип фигуры. Там какой-то тип фигуры, вот песочные часы, плечи, ширина плеч равна ширине бедер, узкая талия, песочные часы. Но у нас же еще есть, кроме талии, плеч и бедер, куча всех, частей, всех частей тела. Поэтому мы можем по какому-то параметру зайти в песочные часы, а по каким-то, например, не зайти. Ага. И тогда у людей получается, что я не пойму, какого я типа. Я не пойму, какого я архетипа. Почему? Ну, потому что в нас во всех есть все, но что-то ярче проявлено. И поэтому люди, когда сами пытаются в этом разобраться, они могут запутаться, но просто потому, что система не может раскрыть всей глубины человеческой. А как-то сориентироваться и что-то попробовать из этого взять, ну, всегда можно. Любители могут развлекаться этим, конечно. То есть в любом случае индивидуальность, она на первом плане? То есть мы не можем взять какую-то сухую систему, какие-то, вы купите лего и сказать, вот носи красное, зеленое, верх такой, низ такой. Всегда есть масса тонких нюансов, масса тонких деталей. И я всегда тоже за то, чтобы вот до этих деталей докопаться и уже уметь ими управлять. Вот управлять впечатлением. Это про что? Вот ты транслируешь эту свою идею управления впечатлением через внешний вид, с помощью цвета, с помощью правильно собранной капсулы. Причем в капсуле не только одежда, там украшения, там аксессуары и прочее. Вот что это значит? Вот на простом, понятном, человеческом управлять впечатлением. Это когда я знаю, что я хочу рассказать, и при этом я знаю тот язык, на котором я буду это рассказывать. То есть у одежды тоже есть свой язык. Расскажи. Ну, про цвет, да, мы уже с тобой про цвет поговорили. Мы с тобой уже поговорили, что понятно. каждый цвет, он транслирует определенные смыслы, причем это очень интересный факт и с точки зрения нейронауки. То есть все же цвета мы берем из природы. То есть наша память на цвет, наша генетическая память на цвет обусловлена, опять-таки, тем, как этот цвет очень долгое время для наших предков проявлялся в окружающей среде. И поэтому ассоциации всегда очень четкие, и поэтому ответ на вопрос, ну откуда вы знаете, что этот цвет влияет именно так? Это научно доказанная история. Так на наш цвет реагировали, на этот цвет, вернее, реагировали наши предки очень долго, потому что он для них символизировал там, траву, свободу, там, рост, или же, например, какую-то таинственность, или какую-то опасность, или же какую-то агрессию. Так что это все очень-очень объясняется. А вот управлять, вот как это? Ну смотри, если я понимаю, например, что я иду в какую-то бизнесовую среду, прям очень такую серьезную, да, там будут сидеть серьезные дядьки, начальники заводов, пароходов там и всякое такое. Мы понимаем, что в этой среде очень консервативные взгляды. Все, вот женщина, вот мужчина, да. И для того, чтобы мои, например, потенциальные заказчики, к которым я иду, вот к этим серьезным людям, приняли за ту, кто сможет их понять и кто сможет сделать то, что им нужно, мне нужно попасть в их дресс-код. И тогда я им сообщу, что я вас понимаю. То есть срабатывает закон стаи, она не чужая, она выглядит так же, как мы, значит, априори она говорит на нашем языке, говорит понятными нам смыслами. Да. То есть она не белая ворона для нас. Она понимает, куда она пришла. Ну вот смотри, допустим, строгие дядьки, они при костюмах, при галстуках.
как должна выглядеть женщина, чтобы она стала своей, и при этом не было какого-то сексуального подтекста, потому что это тоже очень такая тема тонкая, да, то есть когда ты приходишь в общество мужчин или ты сотрудничаешь с мужчинами, чтобы были только бизнесовые моменты, а с другой стороны мы женщины, нам, конечно же, хочется нравиться, вот чтобы не было вот этого перекоса. Да, во-первых, это силуэт. То есть если вдруг вы обладательница роскошной фигуры, песочные часы, не надо ее подчеркивать, создайте какой-то образ, который будет полуприлегающим. То есть мы увидим, что да, по контуру это женщина, но там не будет вот этой осиной талии, вот этого яркого перехода от плеч к талии, от талии к бедру, потому что такой переход — это же не постоянство. Да, тут широко, тут узко, вот она вся колеблется, и если она еще на высоких шпильках, ну, она еще и стоять не может, ее надо поддержать. А если она та, которую надо поддерживать, то как о она серьезных может... разговорах у нас речи быть не может, то есть о серьезных сделках, о каком-то сотрудничестве, Да. Но поддержать я ее могу в прямом смысле. Да, в кафе сходить после совещания вот этого. Да, послушай, но как не больше. интересно. И ведь действительно мозг считывает прежде всего нас по силуэту. То есть мы можем увидеть человека вдалеке, мы еще не видим, сколько ему лет, мы не видим, кто он там, что написано на бейджике, но его силуэт, его походка, его манера движения, то, что считывается, да, опасен, не опасен, хотим, не хотим, это вот первичные такие эволюционные метрики. И это продолжает срабатывать. И вот тогда у меня еще такой вопрос. Если вот настолько внешний вид влияет, если настолько впечатлением можно управлять, только ли это, вернее, можно ли только с помощью этого добиться нужного результата? Потому что я искренне верю, что должно правильно сочетаться внешнее и внутреннее. То есть когда у нас, допустим, тусклые глаза, когда у нас уровень жизненной энергии просто в ноль, когда мы уставшие, не выспавшиеся, когда у нас голова не горит яркими идеями. Ну, как бы ты ни одевалась, что бы ты на себя ни надевала, ну, мне кажется, это не возымеет должного влияния. Ну, конечно, нет. 0 на какую цифру ты не умножишь, 0 получится. Да, соответственно, имидж и стиль, он только и делает, что усиливает то, что есть. Он усиливает то, что у тебя уже есть. То есть если ты сама сейчас на энергетическом нуле, на эмоциональном нуле, на физическом нуле, в силу разных ситуаций, то как бы тебя не умножали через цвет, одежду и прочие цацки, абсолютно 0 останется нулем. Умноженное на 0 останется нулем. Потрясающе. И я знаю, что ты очень щепетильна к аксессуарам, что ты очень, я смотрю на твои серьги, они совершенно асимметричные. Вот действительно ли с помощью аксессуаров можно изменить внешний вид? Можно изменить что-то, усилить, подчеркнуть, и насколько это важно? И вообще, есть ли смысл их носить, или можно просто ходить без ничего? То есть просто одежда. Да, можно, конечно, без ничего ходить, и без одежды тоже можно, но украшения украшают, если мы их правильно подбираем. Вот что значит правильно? Что значит правильно подобрать? Это стоимость, это караты бриллиантов, это цвет опять-таки. Что это? Что значит правильно? В нашем лице есть определенный набор линий. Они или прямые, или волнистые, или округлые, в волосах тоже. Соответственно, когда мы выбираем себе какие-то аксессуары, ну, например, те же сережки, да, мы смотрим, какие линии преобладают в лице, и исходя из этого уже создаем какую-то капсулу именно аксессуарную для себя. И если не обращать внимания на то, к какому лицу мы это все надеваем, может оказаться так, что лицо будет сильно упрощаться, и уши будут отдельно, лицо отдельно, или лицо будет становиться шире, или некрасивее, или проще, или вообще... То есть на это влияет не только прическа, а влияют серьги, например, да, влияет то, что у тебя надето в зоне декольте. Покажи, пожалуйста, ты принесла кучу интересных штук, покажи, как это можно все сделать. Да, сейчас. Покажи. Сейчас я это все покажу. Смотри, сначала я прям хочу... как сорока туда смотрю, вот туда вот, да, управление вниманием.
положить что-нибудь блестящего Да. туда, да? Давай сейчас вот про сережки как раз, да, ты говоришь, вот сережки асимметричные. Почему? Я думаю, мы сейчас, наверное, на моем лице все это Давай, посмотрим, давай. да? Как раз в чем специфика именно моего лица? У меня небольшое лицо, и оно имеет очень много прямых линий. Плюс ко всему, у меня еще уши достаточно активно торчат. А вот что значит прямая линия? Вот что на твоем лице? Куда мне смотреть? Да. То есть Ну вот это смотри, у меня скулы, сюда, да, получается? сюда, Вот, ага. сюда, да, у меня отсюда сюда прямо. Есть женщины с овальными лицами. Да, у тебя такой А у меня прям диаметрическое. раз. Да. Причем вот эта точка, она является самой такой активной, да, то есть это самая широкая точка моего лица. Дальше потом идет на заужение, сюда на заужение. Когда уши торчат так, как у меня, а они у меня торчат на уровне как раз вот этой самой широкой точки лица. У меня лицо автоматически расширяется. Ну, что бы я ни делала, у меня уши торчат. Вот если я сейчас вот так сделаю, видишь, лицо становится таким, ну, более вытянутым, как бы. Ну да. Оно такое более прямое. А с ушами оно выглядит более таким широким. А ты в школе жвачкой не приклеивала вот так уши? Нет. Потому что у нас была в классе девочка, у нее был лайфхак, она жвачкой вот так приклеивала. Нет, я этого не делала. Поэтому для того, чтобы мне как-то скорректировать вот эту особенность моей внешности, лучшим вариантом, конечно, для меня всегда асимметрия. Потому что когда глаз не имеет возможности сравнить лево-справа, он не имеет возможности это объединить. И если это не объединяется, то происходит такая, ну, на чуть-чуть коррекция. То есть обман мозга, по сути. То есть ты, я поняла, чем ты занимаешься. Чем занимается стилист-имиджмейкер? Он занимается обманом мозга других людей в хорошем смысле этого слова. То есть когда нам нужно без пластической операции подкорректировать в восприятие другого человека какие-то особенности своей внешности. То есть мы, например, не хотим идти кромсать свои чудесные уши, но мы хотим, чтобы другой человек не воспринимал их как нечто отдельное от нашего лица. И мы не делаем дурацкую корешку вот такую, которая, да, закрывает и делает лицо еще там более странной формы, а играем вот такими вот, опять-таки, через воздействие на мозг. Через воздействие на мозг, чтобы не было вот этой вот симметрии, которая, да, мозг, кстати, очень любит, чтобы было все ровненько и симметричненько, а тут он такой. Да. Ну, Поэтому у меня да. еще и прическа в бок. Да. Чтобы да. не было как раз вот этой вот симметрии, которая создает лицо Ну, квадратом. слушай, это же получается увлекательнейшая игра. Это просто игры разума какие-то. Это просто игры разума. Знать, куда какую серьгу повесить и при этом совершенно точно выглядеть хорошо. Да. Удивительная история. Давай посмотрим сережки, которые мне не подходят. Давай посмотрим, которые не подходят. Я думаю, это будет интересно, потому что очень наглядно. Мы чуть-чуть раньше говорили, что у меня в лице много прямых линий. А я сейчас надену круглые серьги. Они будут достаточно активные, большие по объему. И ты увидишь, как меняется мое лицо. Не самым выигрышным способом. Хотя серьги красивые. Ну, они такие акцентные, большие, крупные. Стало ли лучше? Да нет, слушай, уши стали просто вот как будто это продолжение уха и огромная мочка африканской женщины. Да. Да, и вот ухо отдельно, серьги отдельно, а где Даша? Даша потерялась. Верните мне Дашу в кадр, верните мне Дашу. Это за счет того, что ты взяла круглую форму, которая к твоему лицу не подходит. Да, здесь и форма, и масштаб не самые подходящие. Получается, что низ этой сережки попадает мне вот в эту область. Да, нижняя и челюсть. это симметрично. Мало того, что здесь начинает расширяться, так еще и вот это вот начинает расширяться. И лицо становится очень простым. Да. Такой вот прям... Снимите это немедленно. Я как
Модный приговор. Да, модный приговор, снимите это немедленно. Но ты знаешь, ведь мозгу действительно очень важно смотреть на красивое. Это базовая потребность мозга, но с точки зрения мозга красиво – это, во-первых, очень, скажем так, правильно с точки зрения геометрии, то есть должна быть завершенная какая-то картинка, понятная мозгу. И во-вторых, а может быть даже и в-первых, для мозга все, что про здоровье, это красиво. То есть если мы опять-таки возвращаемся к тусклым глазам при правильно подобранных аксессуарах, внешнем виде и прочем, то все портится на нет. То есть глаза важны. А здесь я хочу показать вариант, когда вроде бы симметричные вещи, но они уже посложнее и более вытянутые. Максимально хорошо это, конечно, видно. Именно эти серьги, они отрабатывают хорошо на голых плечах. Когда это все можно видеть. Да. То есть что здесь происходит? Мы видим серьги сложные. Ну, у меня лицо тоже непростое. Большие глаза, губы, уши торчат, да, то есть есть за что зацепиться вниманием. И серьги тоже. Тут кругляшок, здесь треугольничек, здесь какое-то лицо, и они вытянутые. На длинную шею происходит вот это вот вытяжение. Соответственно, и лицо само по себе тоже начинает вытягиваться. Действительно. Действительно. Уши торчать не перестали. Да уши вообще куда-то из чата вышли, ты знаешь? Уши из чата Потому вышли. Потому что акцент здесь. Да, акцент сместился. Действительно, если здесь еще будет открытое декольте, ну, относительно открытое, чтобы они прям... Да, чтобы это хорошо видно было. Да, сейчас воротник мешает, а так... Слушай, там еще какое-то лицо, по-моему, да? Там лицо. Удивительная история, удивительная история. И вот насколько... Вот из твоей практики, потому что я это совершенно точно замечаю и на себе, и на тех, кто ко мне приходит, например, лечить свое плохое настроение, насколько все-таки внешний вид меняет состояние женщины? Вот насколько то, как женщина, насколько она себе нравится в зеркале, насколько это влияет вот по твоим каким-то ощущениям, по твоим наблюдениям, по твоему опыту? Еще можно мне секундочку? Давай. Вот одновременно два действия, кстати, делать сложно. Да? Вот мы сейчас как раз-таки, я бы сейчас сказала своим студентам, а вот это вот мастер-класс, да, то есть когда вы сосредоточены на чем-то одном, очень сложно отвечать на вопросы, которые требуют мыслительного процесса. И это про то, что мозг в единицу времени не может делать хорошо два дела одновременно. То есть либо что-то механическое, но при этом... А у тебя, видишь, фокус внимания был сюда? Вот это вот прям был такой кейс для моих студентов, очень интересный. Вот насколько, возвращаемся, насколько женщина все-таки не только может влиять на других своим внешним видом, но и при этом влиять на себя. Вот, например, с помощью того же самого цвета. Да. Здесь... Наверное, нужно как-то двояко рассказать, потому что, с одной стороны, конечно, ну, например, если надеть красное, это стимулирующий такой цвет, да, и он будет как бы агрессию поднимать, да, энергию давать какую-то, и ты будешь что-то делать. Lady in Red. Да, но если ты и так в минусе, то, скорее всего, сильно надолго вот этого не хватит. Но то есть все равно база — это твое состояние, которое у тебя есть. Ты можешь его усилить. Вот я хочу там, в этом году рост, да, вот непрекращающийся рост, мне вот он, значит, нужен, я его хочу, у меня появляются зеленые, потому что он это транслирует, и это меня тоже стимулирует к тому, чтобы дальше делать, да, решать задачи какие-то, мне это надо. Но если я мямля и мне как бы плохо в принципе, то зеленый я надену, красный, от красного вообще голова может заболеть, да, куда там. И так то есть нет смысла делать ребрендинг дохлой лошади. А нужно сначала поработать с уровнем своей энергии, со своим внутренним состоянием, зажечь глаза, дать вот этой внутренней такой драйвовости. Кстати, сейчас мы с тобой говорим про зеленый, и я понимаю, что лендинг моего нового курса «Фундамент жизни», который про энергию, он прям в зеленых таких ярких, сочных цветах. Прям в ярких, зеленых, сочных цветах. И действительно на него смотришь, и прям хочется вот этой весны. Вот этой весны. А есть ли какая-то история про то, что цвет может все испортить?
вот все испортить на тех же самых деловых переговорах или на том же самом свидании. Давай про деловые переговоры не будем, давай про личную жизнь. Скоро у нас весна. Вот, например, когда женщина хочет произвести впечатление на мужчину, вот про что это должно быть? Допустим, эта женщина занимает какую-то очень большую должность, она прям такая очень на работе серьезная и требовательная, но вот ей хочется быть немного другой. Может ли одежда помочь ей себя чувствовать другой? Цвет может ли ей помочь себя чувствовать? И какие есть правила вообще, чтобы вот... Когда мы входим в контакт с мужчиной с целью не партнериться по бизнесу, а партнериться как любовники, то, естественно, здесь очень важна мягкость. Да? То есть черно-белый, ну, такой себе, да, это же такой контраст, он очень активный. То есть у нас свидание или у нас собеседование, да? То есть да. Точно, точно. Да, естественно, какие-то мягкие оттенки. Это может быть тот же самый розовый, потому что розовый про любовь, но не розовый вот этот фуксия, который вырви глаз, как Барби, да, а такой вот более сдержанный, может быть, пыльные розы, какой-то такой сложный, бежевато-розовый. Аристократичный да, такой, вот да, потому такое. Что розовый это сразу такая кукла Барби, да, так, «Эй, Барби!» и такая... Но это если легкомысленные какие-то нужны отношения, то, в принципе, тоже можно, конечно. Можно прям «Хай, Барби». Ну, пожалуйста, да, чем ярче, давай мы тем поговорим активнее. Не про легкомысленное, а все-таки вот когда женщина настроена на серьезные отношения, то есть ей этот мужчина нравится, она не прочь бы была рассмотреть с ним какие-то долговременные моменты. Вот что там? Ну, там не только цвет, там еще и фактура. Вот. Фактура, давай, то есть цвет мы уже поняли, что-то ближе к такому женскому, дорогому, выдержанному, да, вот в ту сторону. Без контрастов. Без контрастов, никаких вырви глаз, то есть никаких хай-барби. Но вот и при этом черно-белый контраст, он тоже не лучшая история, да? Ну, это слишком официально, а мы же все-таки как бы в душу, да. Да, а вот фактура, что там? То есть нам очень важно трогать, то есть нам очень важно, да, вот что мы чувствуем. Фактура сухая, например, рубашки сухие офисные, ну нет, да, потому что это слишком строго опять. Да, нам не нужна строгость, нужно что-то помягче. Что помягче? Ну, например, самые женские такие ткани, да, которые можно было бы там рекомендовать, это, например, какие-то пластичные материалы, которые ты идешь, а оно вот как-то не спадает, так сложно, упругие какие-то, которые пружинят. Да? Я вот в трикотажном костюме, и он такой пружинищий. Это вот этот трикотаж? Да, это трикотаж. То есть я иду, и он так колышется. Если бы это была какая-то шерсть костюмная, он бы так более сухо себя вел. Естественно, это могут быть какие-то атласные материалы, например, да, когда вот это все так в складки в какие-то, может быть, какие-то оборки, если это кому-то подходит. И это какая-то фактура, которая не колется. Может быть, она даже не блестит. Потому что блеск — это все-таки про активность такую. Блеск — это очень сексуально может быть. А вот такой легкий какой-то блеск, вот атласный, когда он шелковые блузки у нас. Да, то есть никаких такое. Пайеток и там прочих вот этих вот пайетки, это когда на дискотеку пойдете. Да. Вот пойдете куда-то там танцевать, и у вас будет какой-то дресс-код пайеточный, то пожалуйста. А на свидание, когда вы еще не 15 лет вместе прожили, то здесь, конечно, вот как почувствовать себя женщиной, да, вот это вот как женщиной себя почувствовать. Вот такие материалы, которые колышутся, мягкие по фактуре, приятные к телу, да, они, конечно, все время так поднимают вот эту женскую энергию, потому что они не сковывают. Потому что это все приятно, и, естественно, ты можешь расслабиться. Женщина про что? Про расслабление. Ну, да? На самом деле, действительно, вот когда тебе некомфортно, когда ты чувствуешь какие-то неприятные ощущения, что сигнализирует в это время тело мозгу? Мне некомфортно, мне опасно, мне нужно сбежать, у меня стрессовая история. И причем это может происходить неосознанно. Но, во-первых, твой спутник это считывает по тому, как ты себя ведешь. И, во-вторых, очень интересно, знаешь, факт, то есть чем больше мы в напряжении, тем больше это напряжение требует от нас энергии, то есть энергообеспечения.
То есть я всегда показываю этот тест с кулаком. Да? То есть сожмите кулак, подержите его максимально долго вот в таком сжатом состоянии, но о чем получится думать? Ни о чем. То есть захочется только быстрее рожать его, и куча энергии и внимания как раз-таки сюда и направлена, и ни на что другое. То есть ты отвлекаешься уже от своего спутника, ты отвлекаешься от той манкой женщины, которой ты собралась быть, и опять здравствуйте, там, Нина Захаровна, извините, мне завтра в 8 на работу. Вот, поэтому это правда все очень сильно работает. И вот знаешь, мне что еще интересно обсудить? Вот обратную историю. Вот давай представим, что есть некая женщина, что она невероятно крутой эксперт, она правда очень хороша в своей сфере, она действительно может много дать пользы людям, миру, но за счет того, что она выглядит не так, как могла бы, ну, то есть не усиливает своим внешним видом свои смыслы, это прям вот такой замок для ее потенциала. То есть вот можно так сказать, что если я не соответствую тому, я сейчас скажу свое мнение на этот счет, но вот мне очень интересно твои наблюдения даже практически. Вот видишь ли ты таких экспертов, с которыми ты начинаешь работать, что вот, ну просто умница, красавица, ну может зарабатывать миллионы миллионностей, правда, но за счет того, что вот она какая-то такая вот не такая, как могла бы быть, это прям невозможно для нее, или очень сложно, по крайней мере, люди ей не верят. Она расстраивается по этому поводу, ее самооценка падает. Что не так? Конечно, одежда, она может раскрывать потенциал, как внешности, так и личности в том числе. Да, потому что когда мы думаем про смыслы, что я хочу о себе рассказать? Как правило, мы хотим о себе рассказать или то, что в нас так уже устоялось, все, мы это присвоили, или это то, что нас вырастет до того уровня, на который мы хотим попасть. И если женщина хочет попасть на какой-то новый уровень в своем проекте, бизнесе, то тогда вопрос, а как мне выглядеть на том новом уровне, он должен встать. Потому что в противном случае люди на том новом уровне, они как вообще поймут, что ты с ними? И ориентация на тех людей, которые уже у тебя, там, в блоге, они у тебя покупают, она не совсем верная. Да, спасибо клиентам, они меня вывели на тот уровень, на котором я есть. Но если я хочу на новый уровень, там клиенты нового уровня. И вот там интересно узнать, они вообще как меня воспринимают. Потому что эти меня уже любят. А как это сделать? То есть ты приходишь и говоришь, люди, что вы про меня думаете, или как? Ну, практически. Конечно, мы не можем у каких-то потенциальных клиентов как-то в лоб супер спрашивать. Так. Мы можем сделать какой-то опрос, он будет плюс-минус какой-то средний, но тем не менее. Как это можно сделать? Можно просто спросить у людей, а какой вы меня видите? Напишите мне, пожалуйста, там 3-5 прилагательных. Это у тех людей, к которым ты собираешься прийти как эксперт? Или у тех, кто тебя уже знает? Нет, лучше тех, кто тебя, например, только-только узнал. Вот там совсем вы немного И ты бы общаетесь. хотела с ними работать. То есть это твои потенциальные клиенты нового уровня, да? Да. То есть это может быть страшно. Ну, мы же, если в блоге, да, говорить, то проявиться в этом плане, ну да, может быть что-то неприятное, но это столкновение с реальностью, которое нам реально покажет. Я сижу, думаю про себя, что я тут царевна, да, а мне говорят, слушай, ну ты на Золушку ты похожа. явно не царевна. Да. И, кстати, знаешь, вот это тоже очень интересная вещь, когда ты пойдешь и спросишь, когда у тебя уровень интереса превысит уровень страха. Это то, что мы с тобой, да, очень часто обсуждаем, потому что в мозге не могут одновременно на одинаковом уровне существовать интерес и страх. И чем больше у тебя интереса, тем больше вероятности, что ты пойдешь в новое. Но на это нужно в 9 раз больше энергии. Опять-таки, да, то есть мы возвращаемся вот к этому внутреннему. И здесь, знаешь, какая интересная вещь, про которую я хотела сказать. И подтверди мне, если это так, или же развенчай этот миф, если я думаю неправильно. Когда эксперт действительно очень грамотный, очень здравый, очень такой глубокий, говорит очень современные вещи. Вот она вышла, допустим, в свой блог или вышла на сцену выступать и говорит действительно про последнее открытие нейронаук, например, что, ребята, для того, чтобы вот там
высыпаться за 5 часов, нужно делать то-то, то-то, то-то. И действительно говорит здравые вещи. Но при этом она выглядит не в соответствии с современностью в плане внешнего вида. То есть она выглядит старомодно, причем очевидно старомодно. Вот прям очевидно. Вот, не носит сейчас такой цвет, не носит такой фасон. Мы не говорим про ультрамодные вещи с подиума, мы говорим вот прям вот очевидно из бабушкиного сундука. Достала и пришла. Вот автоматически та информация, которую она говорит, трендовая, современная, последняя информация с лифти, она автоматически в глазах тех, в ушах тех, в мозгах тех, кто ее слушает, старится на 10 лет. То есть мы воспринимаем информацию не только по тому, как она звучит, но и по тому, как выглядит тот, кто ее доносит. И вот это вот очень интересный факт. Что ты думаешь по этому поводу? Так и есть. По Так моим и есть. наблюдениям, да. Во-первых, если я слышу что-то там, что-то новое, я узнала там вообще вчера только открыли, то автоматически я же это не только слышу, я еще и вижу, да, кто это произносит. И у меня сразу начинается вот это сравнение. Хорошо, вот это вот новое вчера произвели, что-то там придумали, и вот она сидит про это рассказывает, и у меня не бьется. Все, я даже слушать потом мне сложно, потому что мне нужно как-то в мозгу своем вот это соединить, оно не соединяется. И я вместо того, чтобы слушать, что там такого классного... Ты начинаешь решать это противоречие. Да, в уме я начинаю придумывать обоснование тому, почему вот это вот не сходится. Почему не бьется. Да. И, кстати, знаешь, что интересно? То есть сначала наш древний мозг считывает картинку, и вот эта вот история про «не бьется», это происходит на таком неосознанном подсознательном уровне. И потом, когда эта информация доходит уже условно до коры, это происходит очень быстро, но тем не менее, уже к нашей рациональной части, нашему мозгу нужно объяснить нам же, почему у нас не бьется. То есть нашему мозгу очень важно сделать правыми нас, а не того человека, который вызывает у нас вот этот вот раздрай в мозге. И уже тогда рациональная часть начинает объяснять нам, наверное, эксперт какой-то странный, нет, что-то она... Или мне сейчас некогда слушать, я потом послушаю. Или это вообще мне не интересно, пойду послушаю того, кто мне нравится. То есть в любом случае мы придумаем оправдание своим вот этим историям про «не бьется». А прекрасный эксперт останется без фан-базы потенциальной только лишь потому, что он спровоцировал, сам того не зная, возможно, вот этот диссонанс в мозге другого человека. Да. Посмотри, как интересно. И действительно тогда может сложиться история про то, что либо люди дураки, они меня не понимают, я же им тут про пользу, я столько изучаю свой предмет. У людей сложится впечатление, она какая-то непонятная самозванка, тут вылезла тетка в очках, что она там вещает, да? И вот этот вот рассинхрон, он еще больше отдалит человека от тех людей, которым она могла бы принести пользу. Да. А как это исправить? То есть вот как сорвать этот замок со своего потенциала, замок, который под названием «неправильный внешний вид». То есть с чего начать, Даш? С чего начать? Какой рецепт? Начать как раз вот той самой диагностики, да, вот понять, это реально так. Потому что очень многие, кто говорит, нет, имидж, мне не надо, я вот эксперт, меня и так полюбят, да. Очень многие берут за референс Стива Джобса. Стив Джобс, он ходил в водолазке, вообще был богатым, значит, я тоже так смогу. Но здесь тогда вопрос, видели ли вы Стива Джобса на начальных этапах? Очень классно он выглядел, очень по-разному. И вот это как раз тот референс, который нужно брать, а не Стива Джобса, который миллионы зарабатывал. Во-первых, очень после того, как ты про это писала в сторис, ты делала разбор, как раз-таки я потом посмотрела, он действительно, он ходил в костюмах, он очень следил за тем, чтобы не выбиваться из стаи. И на самом деле это уважение к тем людям, к которым ты приходишь и хочешь быть им полезным, выглядеть так, как принято у них. Для того, чтобы ходить в майке, нужно быть Стивом Джобсом. Это 1 на миллион. Но для этого Стив Джобс сделал огромное количество других действий. Кстати, его майка тоже не за $5. То есть там майки
соответствующие Стиву Джобсу. Ну, кстати, знаешь, почему тоже вот с точки зрения мозга, почему всегда в одной майке? Потому что это не отвлекает внимание, да, то есть это не требует энергозатрат на выбор одежды, на то, чтобы собрать капсулу, на то, чтобы... И вот знаешь, какой вопрос? Вот у меня он прям крутится. Вот ты говоришь, мы говорим о том, и я с тобой согласна, что да, впечатление, оно управляемо, оно про внешнее и внутреннее, оно про то, чтобы задуматься о том, как ты выглядишь, какие смыслы транслируешь. Но знаешь, что может сейчас сказать женщина, которая нас слушает? Она может сказать, ну вам-то, конечно, хорошо рассуждать, но это же так дорого. То есть вот, конечно, я сейчас хочу работать с клиентами нового уровня. Мне интересно работать с людьми из другой, допустим, социальной прослойки. Ну что же, мне теперь почку продать, Rolex купить? Ну вот как из этого выйти? То есть развеять этот миф, я знаю, что это точно миф. По крайней мере, мне-то его точно развеяло. Это точный миф. Да, во-первых, сейчас нету тренда на увешаться брендами для того, чтобы попасть в какую-то среду нужную, там, высшего ценового сегмента. Во-вторых, если одежда брендовая, но она вам не подходит, ну толку-то в ней нету вообще, без толку. Да? Поэтому, когда мы думаем о том, чтобы собрать какую-то капсулу, то здесь нужно понимать, что минимальная капсула, такая экспертная, например, да, в которой я и органично себя чувствую, фигура красивое, лицо, и это все работает на мои задачи. Эта капсула может состоять всего из 7 вещей. И сейчас большое количество предложений. Мы даже собирали одной моей клиентке капсулу, в которой средний чек за одну вещь был в районе 3000 рублей. При всем при этом это женщина-миллионер. Так расставлены приоритеты. Я хочу классно выглядеть, но вот сегодня, сейчас я не хочу нести $3000 за жакет. Я хочу более бюджетно. То есть это все возможно, если знать как. Да. Да, есть нюансы сборки таких капсул. Естественно, мы сюда не имеем в виду, что мы добавляем там кучу аксессуаров. Это вот именно 7 вещей: юбку, платье, жакет там, и так далее. Да? Потому что обувь, как правило, у многих уже есть, и она практически всегда встраивается в новую капсулу. Ну, плюс там докупить со временем какие-то туфли еще, это не проблема. Какие-то аксессуары у нас тоже всегда есть. Главное их пересобрать, посмотреть, может быть, там что-то можно носить, к чему-то что-то добавить новое. И опять же, сейчас то, что касается украшений, в разном ценовом сегменте есть классные варианты, и здесь уже только бюджет, скажите, пожалуйста. То есть, когда мы ставим перед собой задачу пересобрать имидж, первое, что нам нужно сделать, признаться себе в том, что это пазл, усиливающий наше влияние на других людей. Так же, как, например, голос, так же, как наше внутреннее состояние, из которого мы работаем, так же, как наши фундаментальные знания. Внешний вид – это важнейший пазл, важнейший рычаг, с помощью которого мы можем усилить влияние. Второе – это нужно понимать, что да, я хочу с этим работать. То есть это та часть, которая может меня усилить и быстрее и сократить путь от меня до моей целевой аудитории, как сейчас принято говорить. И третье, да, на это нужно выделить определенный бюджет. Мы не можем пойти, например, в магазин за продуктами с пустым кошельком и надеяться, что мы хоть что-то там купим. Да? Просто нужно понимать, какой бюджет я готова выделить. И дальше уже дело за специалистами. И можем ли мы, вот такой провокационный тебе задам вопрос, можем ли мы оценить мастерство эксперта по тому, на какой чек он в состоянии правильно подобрать капсулу из 7 вещей? Ну, то есть вот сможет ли он вписаться? Понятно, что мы там не кроим из овчинки 40 шапок, это понятно. То есть какие-то критерии адекватности. Но вот можем ли мы сказать, что да, эксперт, имиджмейкер, стилист действительно высокого уровня, если он максимально оптимизирует бюджет и укладывается в то, что клиентка готова выделить? Ну, конечно, да.
То есть если бюджет такой, то как мы можем за него выйти? Есть задача под бюджет. Здесь, знаешь, как, если говорить про то, что там какая-то одежда как-то хуже выглядит и так далее, то здесь я бы опять разделила на два момента. Первый момент — это если формат исключительно онлайн. А Женщина-кентавр. Да. Здесь тренинг, здесь у тебя. Да. То есть если у нас онлайн-формат, то в камеру очень много вещей смотрятся гораздо дороже и презентабельнее, чем они стоят. Очень много, большое количество вещей. Сейчас мы сережки смотрели за 300 рублей. Ты сказала, неплохие сережки. Ну да, 300 рублей. Да. Здесь была бы рекламная пауза, да, сейчас, где можно купить сережки за 300 рублей. Да. Вот. И если же мы говорим про офлайн формат, когда нужна коммуникация более близкая, и когда мы уже приближаемся к потенциальному клиенту, и там какой-то уровень прям бюджета повыше, то там, конечно, правила другие. Как минимум аксессуарная группа должна быть в хорошем сегменте ценовом. Потому что аксессуары, они вообще вывозят любой образ. Ага. Любую блузку Zara можно вывести. То есть, если, допустим, у меня есть выделенный бюджет на какой-то определенный сегмент людей, с которыми я хочу работать, и это сегмент достаточно высокого полета, и я не могу себе позволить всю капсулу, например, от Прады. Ну вот, давай то, что я, первый бренд, который пришел. На что мне точно стоит обратить внимание, чтобы я произвела нужное впечатление? То есть во что мне точно стоит проинвестировать, если, допустим, у меня майка от Zara? В аксессуары. То есть это часы, это ремень, это что? Это ремень, это обувь, это украшения, да, очки, оправа. И это оправа. Да. Это сумка может быть. Ну, с сумками такой скользкий момент, потому что все сразу думают про Биркин. Ну, типа, если не Биркин, то вообще днище. До свидания, выйдите из чата. Если у вас нету Биркин, выйдите из чата. Да. Но и плюс ко всему ухоженный внешний вид. Опять-таки, на что приятно смотреть мозгу. Да. На что приятно смотреть мозгу. Чистая голова, чистая кожа, ухоженные руки. Это про то, что человек в принципе здоров и уделяет себе достаточно времени. Даш, спасибо тебе огромное за вот такие вот порой неочевидные, но абсолютно работающие вещи. И если бы ты сейчас могла бы дать один простой совет той женщине, которая сейчас вдохновилась и поняла, что да, нужно обратить внимание на свой имидж. Вот какой совет, который бы, если бы она начала применять, уже завтра начал бы менять ее жизнь, ее впечатление про нее других людей в лучшую сторону? Какой бы это был совет? Наверное, это совет о том, что важна насмотренность. То есть качать свою насмотренность. Насмотренность, куда смотреть? Скажите, Сейчас куда скажу, смотреть? Куда смотреть. Есть два типа зыринга, я это называю. Зыринга. Да. Чудесно. Запоминаем новое слово зыринг. Есть шопинг и есть зыринг. Да. Есть неосознанный зыринг, когда мы сидим, скроллим ленту. То есть просто вот так в Инстаграм там и все. Ну, да, но если мы просто в Инстаграм не годится, лучше, конечно, хотя бы Пинтерест под запрос. Ну, например, вы сидите и думаете, так, а что сейчас модно? Там, какие брюки в моде. В том же самом Pinterest можно попробовать вбить в поисковик там, трендовые брюки весна 2025. И что-то вам там вылезет. И вы просто сидите и листаете. Ну, все равно что-то листаете, полистайте это и посмотрите. Выводов никаких не сделаете, но тем не менее что-то отложится. Я думаю, ты лучше скажешь, что там отложится. Вот. Это неосознанный зыринг. Он требует большого количества информации, просто входящей. Когда ты смотришь нужный контент, да? Конечно, сложно простым людям, которые не занимаются модой, смотреть какие-то модные показы, но если вы подписаны на те же самые Dior, Max Mara и так далее, просто бренды, которые вам нравятся, просто смотрите, что они там выкладывают. Там в сторис у них что появляется, да? Вы будете неосознанно понимать, что вот эта вот рубашка, это вот, да, это то, что нужно. Да.
А есть осознанный зыринг. Он, конечно, требует больше внимания, когда мы сидим и прямо анализируем. Вот брюки, мне сказали, что они трендовые. Какая у них длина, какая у них посадка, а карманы есть ли, а цвета там какие, а стрелки там заутюженные, а складки там есть. Ну, то есть вот какие там элементы в этих трендовых брюках есть, да, чтобы я вот тоже выглядела как-то современно. Потому что мы можем в магазине кучу несовременных вещей купить. То есть погрузить свой мозг в среду и дать зеркальным нейронам пропитаться той информацией, которая, ну, как минимум, продвинет тебя в понимании того, как должно быть. Но это не значит, что ты должна на себя все трендовые вещи тут же напялить, как сорока, да, и рассчитывать на аплодисменты всего мира. Поэтому всегда уместность, соответствие и понимание того смысла, который ты хочешь донести. Верно. Мои дорогие, я очень буду ждать вместе с Дарьей ваших вопросов, ваших комментариев, того, с чем вы согласны, а с чем не согласны. И самое главное, напишите, а какой цвет вам больше всего идет. И я напишу вам, а что он значит для вашего мозга.